Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Сегодня мы с вами свяжем вместе такой образец. Именно кофточка с круглой горловиной, реглан сверху, с застежками. Особенности и преимущества этого метода, друзья. Вот горловина у нас вяжется вместе с планками. Когда мы начинаем горловину, и сразу мы здесь начинаем оформлять и наши планочки. Этот вид вязания подойдет и для облегающей круглой горловины, и для глубокой круглой горловины. Вот когда мы закончим горловину, у нас уже готово будет начало нашей планки. И мы когда переходим уже в вязание к телу кофточки, у нас по краю, по передней полочке идут вязание планочки. А на этом образце, друзья, я вам подробно расскажу, объясню и на практике покажу, как мы начинаем горловину с планками, потом мы переходим к образованию нашей регланной линии и покажу, как отращивать росток здесь насчет сокращения петель переда. И покажу еще образовать петельку для пуговицы с обеих сторон по нужде для и женского жемфера, и для мужской жемфера. Друзья, знаете, я росток отращиваю насчет сокращения петель переда. Здесь тоже я принимаю такой метод. Вот, и когда посмотрите, у нас еле заметно здесь именно процедура, которой мы сократили петель для образования ростка с обеих сторон. Вот. Но этот метод очень удобно. И у вас горловина спереди образуется такой кругленький. И нам дает удобство для вязания ростка. При вязании этого образца покажу и этот способ. Теперь, друзья, насчет вида вязания нашей горловины и планочки. Вот горловину мы можем вязать резиной и планочку тоже резиной. У нас вид будет одинаковый. И здесь у вас планочка потом продолжаться будет резиной. Или можно платочной вязкой. И горловину вы вязали платочной вязкой, и планочку у вас платочной вязкой. Или можно, как вот вы здесь видите, здесь мы горловину оформляем резиной, а планочкой платочной вязкой. Я вам покажу на практике именно такой вид, что у нас горловина оформлена резиной 1 на 1, а планочка у нас платочной вязкой. А по желанию вы можете оформлять, какое именно вязание вы хотите горловине и планочке. А я люблю вот такой вид, чтобы здесь была резиночка 1 на 1, а здесь планочка платочной вязкой. Мне кажется, это смотрится более красиво и более аккуратно. Ход вязания, набора петель и вязания горловины с планкой, все идет одинаково. Вот какое вязание вы будете вязать горловину и планочку. И теперь, друзья, насчет создания схемы для вязания. Вы знаете, для этого мы сперва начинаем замеры вокруг шеи, какую глубину горловину мы хотим, а потом мы вяжем образец именно с таким номером спицы, которым мы начинаем вязать горловину. После этого мы делаем расчеты на эти размеры, количество петель. Насчет этого у меня тоже есть отдельное видео на моем канале. Там загляните обязательно. Мы сперва схему создадим для круглой горловины. Схема у нас будет пока без планки. Вот у нас идут регланные линии,
спинка, рукава и перед. Определенное количество мы рассчитали петель. И вот это количество X петель мы разделили, соответственно, на спинку, на рукава, регланные линии и на перед. Вы знаете, у меня есть видео, которое как рассчитаем общее количество петель на облегающую горловину, реглан сверху, и как мы рассчитаем петли по частям, это для глубокого вырез горловины, реглан сверху. И мы все это, соответственно, рассчитали, распределили петель. И у нас получается, например, вот такая схема. Теперь мы вот эту схему должны превратить на схему именно круглая горловина с планками. Для этого мы вот это перед разделяем в центре на две ровные части. На правую часть половину и левую часть переда. Например, у нас впереди мы рассчитали 60 петель. Теперь у нас с правой стороны стало 30 петель, с левой стороны стало 30 петель. На эту схему теперь мы должны определенное количество петель, чтобы у нас вот эта схема стала полноценной, схема для круглой горловины с планками. Для этого мы сперва определимся, именно какое количество петель мы хотим для планки. Вот для планочки у нас может быть количество 12 петель с обеих сторон. Вот здесь 12 петель, вот здесь 12 петель. Потому что у нас планки идут одинаковые петли. Или может быть планки может состоять из 8 петель, или из 4 петель, из 6 петель. Или вот нечетным количеством, может, вы хотите из 11 или 9 петель. Разницы нету. Вот вы сперва определитесь, именно сколько петель вы хотите на планке. И смотря этого, мы здесь берем из общих количеств петель половину количества. Например, если мы хотим из 12 петель, значит мы для планки, чтобы здесь добавить, мы берем половину 6 петель. Если у нас 10 петель, значит мы берем 5 петель. Если 8, значит 4. Вот таким образом, например, мы планируем 8 петель для планочки, значит мы половину, у нас будет 4 петель. 4 петли добавим на правую сторону, 4 петли добавим на левую сторону по краям полочки. Это значит у нас будет, когда 30 мы добавим 4, правая сторона всего будет 34 петли. И левая сторона то же самое будет 34 петли. Вот видите, вдруг если у вас оказывается здесь нечетные числа, например, у вас будет 9 петель. Когда разделите, у вас будет 4,5. Вы закругленно добавите здесь по 5 петель. Сюда 5 петель, сюда 5 петель. Вот таким образом, друзья, мы здесь добавляем обязательно это правило, которое общее количество планки с обеих сторон мы возьмем только половину количества петель. Вот здесь у нас должна была 8 петель планки, вот здесь 8 петель планки. А мы на общее количество схему добавляем сюда количество 4 петель и сюда 4 петель. Берем половину количества. И мы здесь добавили 8 петель.
А вот это 8 петель теперь мы добавим вот это общее количество петель. И у нас образуется определенное количество петель. И с этим количеством петель мы начинаем потом набирать наши петель для вязания. И у нас горловина с планками вяжется не по кругу, это вы знаете, у нас вяжется это с разворотными рядами. Это начинаем с края на лицевой стороне до этого края. Мы потом обратно идем на изнаночной стороне. Вот таким образом мы вяжем разворотными рядами. Друзья, я всегда для вас повторяю и обязательно этот раз тоже напомню один нюанс. При начале вязания горловины обязательно выберите спицу на 1 или хотя бы на полразмера меньше предполагаемой спицы для вязания тела кофточки. Например, тело кофточки вы хотите вязать со спицы 3,5, для горловины вы обязательно возьмите спицу 2,5 или тройку. Обязательно здесь вы вяжете с этой спицы и образец, и расчеты сделаете на эту спицу, отдельно для горловины. И вы будете набор делать с этой спицы, вяжете 2-3 ряда или 4 ряда, и потом поменяйте на спицу больше размера. Это вам даст именно более плотные края горловину, и эти края будут менее склонны к растягиванию. Еще горловина у вас будет красиво вот так расширяется, как клин, к периферию. И это у вас будет ложиться очень красиво. Еще, друзья, я в конце видео на всякий случай вам покажу, как можно образовать с короткими планочками именно горловину с застежками пола. Для этого, вы знаете, пола у нас вот так. И здесь определенно вяжутся определенные длинные планочки. Для детей определенно, для взрослых. И вы здесь вот закрываете ваши планочки, а потом у нас идет вязка по кругу, и впереди у вас будет закрыто. И на всякий случай я вам покажу и этот вариант. Кому нужно будет, можете и так превратить вашу планочку на поло. Я вам на практике хочу показать на примере прилегающей горловины вот в таком виде. Вы знаете, прилегающим горловине мы общее количество петель делим на 3, и соответственно мы разделяем по частям наши кофточки. Если вам здесь не будет понятно, вы там посмотрите. У меня есть отдельное видео вязания ростка при прилегающем круглом вырезе горловины. Реглан сверху. И 87 петель всего. Вот так у нас распределено. А для образования ростка нам нужно сокращать с правой стороны 4 петли, с левой стороны 4 петли. И для планки мы планируем образовать планки из 6 петель. Значит, на схему мы добавляем половину 6 петель. Это у нас будет 3. Значит, на правую сторону мы добавляем 3 петель. И левую сторону тоже добавляем 3 петли. И перед у нас было 32 петли. Это с этой стороны было 16 петель. Плюс 3 петли для планки. У нас всего правая половина переда будет 19 петель. И с левой стороны то же самое одинаково будет 19 петель. А 87
мы добавляем 6 петель, будет у нас всего 93 петель. Значит, мы для горловины набираем 93 петель. Вот, друзья, здесь у меня набрано 93 петель простым способом. Вот мы планировали планку 6 петель. Эти 6 петель мы всегда будем вязать платочной вязкой. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петель для планки мы отделили. Теперь ставим голубую маркировку. А горловину я хочу вязать резиной 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Мы до конца ряда будем вязать резиной 1 на 1, пока здесь в конце не останутся 6 петель. Друзья, эту сторону у нас по вязанию считается изнаночная сторона. Но я эту сторону почему-то мне больше нравится. Я люблю эту сторону. Поэтому я всегда эту сторону я считаю лицевая сторона. Ну, кому как нравится. Но я вот так выбирала. Поэтому начало наше вязание считаю и ставила такую голубую маркировку. Это у меня показывает начало ряда. Мы сейчас как будто находимся на лицевой стороне нашего полотна. Вот, друзья, мы пошли до этого края. И вот здесь у нас остается 7 петель. Для планки у нас нужны 6 петель. И вот изнаночная петля. И следующая у нас, последняя петля будет для горловины, лицевая петля. Вот здесь я вам хочу сказать одно нюанс. Если вы хотите, чтобы здесь у вас горловина была с резинкой, и планка у вас будет с платочной вязкой, когда резинка 1 на 1, надо будет брать общее количество петель в нечетном количестве. Тогда у вас вот здесь, после начала вязания, после петли планки у вас начнется лицевой петлей, вот здесь, вот. И в конце тоже перед петлей планки опять кончается резина у вас с лицевой петлей. Это будет на вид очень красиво, когда вы сами попробуете, вяжете этот метод, и вам это видно будет. Теперь у нас 6 петель для планки. Мы это отделяем, и здесь поставим нашу красную маркировку. Значит, красная маркировка у нас показывает конец горловины. И 6 петель планки мы вяжем платочной вязкой. Это будет лицевые петли и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. Будет вязаться лицевыми петлями. И конечная петля кромочная всегда вяжется изнаночной петлей. Теперь поворачиваем нашу работу. Вот теперь мы на изнаночной стороне. 6 петель мы вяжем лицевыми петлями. Первую петлю кромочную мы возьмем, не провязывая на спицу. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, теперь посчитать эти 6 петель нет необходимости, потому что у нас есть маркировка.
Теперь начинается у нас резинка, где у нас изнаночные петли вяжем изнаночными, лицевыми петли вяжем лицевыми. У нас на изнаночной стороне идут вязка по рисунку. Мы с вами увидимся на том конце. Теперь мы находимся на лицевой стороне. Это мы знаем от голубой маркировки. Теперь, друзья, мы здесь откроем нашу петельку для пуговицы. Вот так смотря, это у нас считается левая сторона планки. А это, которая красная маркировка, это у нас правая сторона планки. Если наш мужской шифр мы откроем здесь, если женский мы откроем вот на правой стороне. Я вам покажу открыть петелька для пуговицы с обеих сторон. При необходимости вы будете в соответствующей стороне открыть свою петельку. Первую не провязываем и вторую провязываем лицевыми петлями. И вот эту третью, четвертую петлю мы провяжем вместе. Так, с наклоном вправо, вот эту сторону. И берем накид. И продолжим вязать остальные петли. Вот дошли до красной маркировки. Теперь вот эти у нас петли планки. Это у нас правая сторона планки. На этой стороне тоже я вам на всякий случай покажу, как открыть петельку для пуговицы. Для этого первую, вторую петлю провяжем лицевыми петлями. Берем накид и 2 петли вместе с наклоном вправо. И 2 петли мы провяжем таким образом. И поворачиваем нашу работу. Все петли планки вяжем лицевыми петлями. 2, 3, 4, 5, 6. И вот видите, вот здесь мы уже открыли петельку для пуговицы. Вот так с левой стороны тоже готова петелька для пуговицы. Теперь поворачиваем нашу работу. Теперь, друзья, вот если мы думаем, уже достаточно наша ширина горловины, мы тогда еще раз провяжем на лицевой стороне один ряд горловину резинкой. Вот, друзья, мы начинаем ряд на изнаночной стороне. Закончили нашу горловину. Уже имеем такую ширину, какую мы хотим для горловины. И мы теперь этот ряд вяжем все планки лицевыми петлями, а потом остальные все петли горловины вяжем изнаночными петлями до конца ряда, до начала петли планки. Вот опять дошли до петли планки.
А это мы провяжем лицевыми петлями. Последняя петля у нас кромочная. И вяжется изнаночной петли. Разворачиваем, поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы закончили горловину. И вот у нас наша планка. Вот так. Когда ее застегиваем, они застегиваются или мужская жемфер вот таким образом, или у нас жемфер женская, тогда застегивается таким образом. И у нас вот прилегающая круглая горловина. И вот это, которое начало ряда у нас лицевая сторона начинается с голубой маркировкой, вот так. И мы последний ряд горловина связали, когда мы смотрим с лицевой стороны, связали все петли лицевыми петлями. Это мы приготавливали для оформления ростка. Вы знаете, я выращиваю росток на счет сокращения петли переда. Вот это у нас тоже по схеме обозначено. Вот мы должны для образования ростка сокращать с обеих сторон по 4 петли.